всем привет! Сегодня у нас 6-й день программы кросс-сброс, и сегодня я организую разгрузку на твороге. Чем хорош творог? Творог – это белок, белок – это аминокислоты, а аминокислоты – это строительные кирпичики, из чего строится наша клетка, из чего строится весь наш организм. Почему разгрузка? 600 грамм творога я возьму, ну и, конечно, немножко себя утешу сметаной, 100 грамм сметаны. Для того, чтобы было поприятнее, для того, чтобы было повкуснее, и творог был не такой сухой. Творог, как сам продукт, на самом деле требует от нашего организма больше траты калорий, чем сам несет. Творог я выбираю 2 или 5%, но сегодня будет у нас 2% творога. Простоквашино, он содержит всего 110 калорий в 100 граммах, это немного, но является еще полезным продуктом. Что еще хочу сказать? Почему разгрузка, друзья? Разгрузка нужна обязательно. Ее нужно устраивать обязательно 2, даже иногда, но 3 это много, но и можно и 3 раза в неделю. Наш организм привыкает постепенно к определенному питанию, уже не дает таких хороших результатов, как раньше, как мог бы дать. И мы должны его немножко стрессировать, мы должны немножко его как бы стимулировать. Поэтому мы делаем разгрузки, чтобы наш организм, ой, какое солнце прекрасное, чтобы наш организм не привыкал к этому питанию. Мы его как бы стрессуем. Для этого мы делаем разгрузки, чтобы амплитуда у нас колебаний достаточно была ощутимая для нашего организма, чтобы он нам лучше отдавал калории. Естественно, творог мы тоже делим на 4, 5, 6 раз. То есть 4 это минимум. После, естественно, пребывания на даче, где были жареные овощи, ну как жареный гриль, они допускаются, конечно, без масла, просто на костре, но все же самое печальное, что был достаточно большой объем, и желудок я себе растянула, поэтому сегодня, начиная уже с сегодняшнего утра, начинаем опять уменьшать объем желудка. Делаем себе разгрузку, это очень важно. После достаточно большого количества приема пищи, неважно, что вы съели, салат, овощи, листья салата, овощи или просто выпили очень много воды, тоже немножко желудок растягивается, но от еды, конечно, больше. Или съели там 5 килограмм огурцов сразу. Конечно, лучше сделать разгрузку, вернуть организм к естественному образу и подобию своему. А у нас наш образ и подобие настроен на то, чтобы сбросить вес. Это очень важно сейчас для меня. Я надеюсь, кто ко мне присоединился, и для вас тоже. Для меня это сейчас цель, можно сказать, жизни. На данный момент существования вот эта как бы программа кросс-сброс – это приоритет. Что бы вокруг ни происходило, свадьбы, я не знаю, какие-нибудь дни рождения, еще что-то, вкусные какие-то уже приготовленные специально для меня пирожки вечером там, или какие-то жареные мясо. Нет, конечно, нужно это отказываться, нужно не жалеть еду, нужно ее не жалеть и выкидывать, избавляться от нее, угощать кого-то, дарить эту еду. Всячески от этой еды неполезной, которая очень калорийная, жирная, нужно избавляться. Друзья, настраиваемся на полезный, хороший лад вместе с программой кросс-сброс и творожной разгрузкой. Всем хорошего дня! Что сказать, друзья, сегодня грустный день. Почему? Потому что я ем сегодня творог. Сегодня творожная разгрузка. Вчера я нечаянно сорвалась, чуть-чуть съела шоколадку на ночь горькую, но ничего страшного. Сегодня будем отрабатывать творогом. Творожные разгрузки, они очень полезны. Они обеспечивают быструю потерю веса. Главное не есть творог прямо перед сном. Но если очень хочется съесть, то можно съесть 2-3 ложки. Не нужно выбирать
Жирный творог 2%, это нормально. Сегодня разгрузка 600 грамм творога в день и 100 грамм сметаны я взяла. Это примерно 900 калорий будет. 900 калорий это нормальная разгрузка. Самая строгая это, конечно, 600 калорий. Но вот 900 творог, можно спокойно кушать его. Надеяться на результат, отрабатывать шоколад. Также творожную разгрузку можно миксовать с грейпфрутом, с яблоком, с помидором. Чем полезен творог? Он, конечно, лучше, чем даже телятина, потому что белка в нем очень много. И когда мы употребляем творог вместе с белком, к нам поступает намного меньше жиров, чем если бы мы ели телятину. Такое же количество белка с телятины или свинины мы, употребляя, получаем еще плюс очень-очень много жиров. А при употреблении творога этого не происходит. Поэтому выбираю творог. Я вот купила 3 пачки таких сегодня. Разделю их на несколько порций и буду есть целый день. Ну, конечно, немножко разбавлю сметаной. Это принесет мне больше удовольствия. Диетологи рекомендуют для самых стойких творожную разгрузку в течение 3 дней. Также, как я уже говорила, миксую ее с какими-то фруктами или овощами, такими как помидор, ну какие-нибудь кислые овощи или фрукты, для того, чтобы творог быстрее переваривался. В твороге много белка, а это, следовательно, аминокислоты. Аминокислоты – строительный материал для наших клеток. Кто-то рекомендует из диетологов есть творог в первой половине дня. Кто-то советует его даже есть и на ночь. На самом деле очень много мнений. Я по себе поняла, что лучше за 3 часа до сна ничего не есть. Но если уж очень хочется, то немножечко, прям 2 ложки, этого будет достаточно. Совсем обезжиренный творог тоже сейчас не рекомендуют есть. Жирный тоже не так полезен. Выбирайте творог 1,8, ну максимум 5% жирности. И тогда вы увидите уже результат через несколько дней. Но тоже творог есть постоянно неприятно. Поэтому я думаю, что творожную разгрузку буду устраивать раз в неделю. Вот такой творожный мацион у нас сегодня. После, конечно, обильного питания на выходных творог ставят в рамки жесткие. Наш организм и задает ему программу похудения, сброса лишнего веса. А сейчас это очень важно для нас. Это первостепенная задача сейчас в жизни у меня. Я надеюсь, что и у тех, кто ко мне присоединился, сбросить свои лишние килограммчики. И потом поддерживать вес, чтобы они больше никогда не возвращались. Спасибо вам, друзья, что вы меня мотивируете на это, потому что я похудела 4 года назад на 17 килограмм за 3 месяца. Но после этого времени никак не могла больше похудеть. Но что-то мне мешало, наверное, 1 килограмм плюс, 1 минус, туда-сюда. Вот так вес болтался. Я очень хотела еще сбросить, но никак не могла. Ни спорт мне не помогал, ничего. Ну, потому что не было соответствующего питания, определенный промежуток времени. А сейчас, с вашей поддержкой, я вот теперь на творожной разгрузке сбрасываю вес, сбрасываю килограммы.
с нашей программой «Кросс-сброс». Я надеюсь, что я добьюсь нужного мне результата и буду его поддерживать. Друзья, пишите, на чем вы когда-либо в жизни разгружались, какие у вас были эксперименты в плане похудения. Может быть, вы разгружались на каких-то экзотических фруктах, кто-то делал разгрузки на полном голодании на воде, кто-то на фруктовых соках. Напишите, пожалуйста, мне будет интересно, поделитесь опытом. Друзья, всем добрый вечер. Сегодня хочу поговорить о том, что нас ждет вечером дома. Когда мы целый день были на достаточно сдержанном питании, когда мы себя целый день контролировали, и все наши усилия, все наше старание разрушается вечером. Когда мы приходим домой, чувствуем очень вкусные запахи, наши родственники, мужья, сестры, кто угодно, мамы, папы, что-то вкусное приготовили, ждут нас дома и не садятся ужинать без нас. И когда мы отказываемся, здесь начинаются достаточно такие глубокие обиды. Они не могут понять, ну почему мы старались, мы готовили, а ты не хочешь есть, хотя бы кусочек, хотя бы чуть-чуть. Питаться нужно обязательно кушать, иначе не будет сил. Съешь сладкое, иначе не будут работать мозги. Шоколад тоже очень важен для мозгов. Надо обязательно кушать, иначе не будет силы и энергии. Я такое слышала очень-очень много раз. Что делать? Самое главное, нужно набраться сил внутренних и отказать. Их право уже обижаться или радоваться этому, или что-то еще будет с ними происходить. Но вы должны добиться цели. Помните, что определенное питание, определенный образ жизни на какой-то период времени – это успех, залог достижения результата. Вы должны отказываться от всего, что не соответствует правилам, что не соответствует именно программе, по которой вы идете. Что можно сделать для того, чтобы отказаться от еды, если вам действительно самим хочется очень покушать? Я могу поделиться своим правилом. Когда я худела на 17 килограмм за 3 месяца, у меня было такое правило. Главное не дойти до холодильника. То есть я входила в квартиру и сразу шла в душ. Ну, естественно, я снимала вещи зимние там, или летние и шла в душ. И принимала душ с очень-очень вкусным гелем, с тем ароматом, который мне очень нравился. Чистила зубы, и я понимала, что я уже получила удовольствие от запаха. Я такая вся начищенная. Мне не хочется больше уже второй раз чистить зубы. Я нанесла какой-то лосьон очень вкусный. Я получила удовольствие, потому что еда – это тоже удовольствие. Можно его заменять, стараться надо заменять удовольствие от приема пищи какими-то другими удовольствиями. То есть душ с приятным гелем, с приятным ароматом геля мне очень помогал. Но если я проходила в ванную и доходила до холодильника, то все, это был провал. То есть я зависала в холодильнике, я думала, сейчас я пойду в душ, сейчас я пойду в душ, сейчас я пойду в душ, и потом оказывалось, что я уже съела достаточно много. Так что нужно стараться заменять удовольствие от еды какими-то другими удовольствиями. И что очень важно, надо уметь отказывать тем людям, которые вам предлагают то, что вам на данный период жизни не интересно и не нужно. Нужно стараться действительно настроиться на нужное направление. Нужно не бояться выкидывать еду, нужно не жалеть еду, не доедать, а прям как старые вещи брать и выкидывать, не захламлять ненужной едой себя, так же, как не захламлять ненужными вещами свою квартиру. Это, по сути, одна и та же тема.
тему взаимодействия с миром. Поэтому, друзья, держитесь, и я буду держаться. Будем вместе идти к цели с нашей программой Кросс-сброс. До встречи!